До Apple Watch я использовал Mi Band 4, и у них время автономной работы составляет плюс-минус месяц. У Apple Watch у любой серии при стандартных настройках это 2 дня, то есть время работы хуже в 15 раз по сравнению с Mi Band 4, и я просто не мог это никак оставить и задался целью увеличить время автономной работы, ну хотя бы до 4 дней, и у меня это получилось, и вот в этом видео я хочу показать вам и рассказать, что нужно делать, какие настройки применять и какие использовать хитрости, чтобы увеличить время автономной работы Apple Watch. Первое, что нам нужно сделать, это выбрать тот циферблат, где не будет белого цвета. Все почему? Apple Watch использует OLED-матрицу. Если мы используем черный цвет на циферблате, то он не потребляет энергию. Соответственно, чем больше черного цвета у нас на циферблате, тем лучше это для автономной работы. То есть первое, выбираем черный циферблат по максимуму. Следующее, что нужно сделать, это оставить только один активный циферблат, а все остальные удалить. Почему? Потому что у каждого циферблата есть свои виджеты, и для того, чтобы они всегда были актуальными, они подгружают туда информацию, соответственно, нагружают процессор, а чем больше нагружается процессор, тем больше нагружается и батарейка. Поэтому заходим в приложение Watch, нажимаем «Изменить» и удаляем те циферблаты, которые нам не нужны, и оставляем только один на постоянную основу. Следующий пункт связан с приложениями, и он достаточно схож с циферблатами. Чем меньше приложений на вашем Apple Watch, тем больше вы будете сохранять батарею, потому что приложение так либо иначе немножко работает в фоне, подгружает какую-то информацию, и это напрягает наши часы. Меню приложений, зажать палец на какой-то иконке и удалять их, как это сделано на iPhone. Интерфейс абсолютно такой же. Переходим к четвертому пункту. Если вы используете Apple Watch на постоянной основе, то никогда не выключайте Bluetooth ни на iPhone, ни на Apple Watch. Это не сэкономит вам батарейку, а наоборот только будет сильнее ее разряжать. Когда iPhone и Apple Watch соединены в одну пару, то они работают в формате Bluetooth Low Energy и очень мало расходуют батареи. А когда эта связь разрывается, то Apple Watch начинает в активной фазе искать себе новый iPhone для соединения, и Bluetooth, соответственно, начинает жрать больше батарейки. Поэтому никогда не выключайте Bluetooth ни на iPhone, ни на Apple Watch. Следующий пункт связан с Wi-Fi. Что нужно сделать? Берем наши Apple Watch, заходим в меню приложений и переходим в настройки. Спускаемся чуть-чуть вниз и переходим в раздел Wi-Fi. Переходим в наш домашний Wi-Fi и отключаем автоподключение. Зачем вообще нужен Wi-Fi на Apple Watch? Он никак не увеличивает скорость передачи данных, нельзя сидеть особо в интернете, он просто заменяет Bluetooth, когда у нас нет пары с iPhone. Но фишка вот в чем. Даже если у нас активное Bluetooth соединение между iPhone и Apple Watch, все равно Wi-Fi может на них включиться, а Wi-Fi очень много жрет батарейки, а он нам не нужен, у нас и так уже есть Bluetooth соединение. И поэтому, чтобы Wi-Fi произвольно не включался, когда он нам не нужен, мы и отключаем функцию автоподключения в настройках Wi-Fi. Последний пункт в первом блоке очень драматически влияет на время автономной работы Apple Watch, но его я расскажу в самом конце, потому что это не то чтобы функция, это просто лайфхак, но реально экономит батарейки просто огромное количество, и поэтому обязательно смотрите видео до конца. Переходим ко второму блоку, это настройки, которые можно 100% отключить, и вы вообще ничего не потеряете в плане функциональности. И первое, что нужно сделать, это отключить обновление контента. Для этого переходим в настройки, основные и обновление контента. В принципе, можно оставить некоторые обновления контента, например, у меня это такие приложения, как Wallet, активность, диктофон, исполняется, камера, найти людей, напоминания, настройки и погода. А все остальные приложения можно спокойно отключать, вы от этого ничего не потеряете, уведомления также будут спокойно приходить, и вы только выиграете в автономности работы. Об этом даже говорит сама Apple. Выключение функции обновления контента может увеличить время автономной работы от аккумулятора. Следующий пункт — это активация экрана. Опять же, заходим в приложение часы, основные, спускаемся вниз и находим активацию экрана и ставим значение после касания на 15 секунд. То есть, если вы случайно включили Apple Watch, что-то там посмотрели, но, допустим, у нас экран автоматически не выключился, то они будут гореть не 70 секунд, а всего лишь 15, и, ну, вы понимаете, экономия энергии будет вообще значительной. Следующее, что я рекомендую сделать, перевести яркость на минимум. Если мы берем те же Apple Watch Series 4, реально разницы между самой яркой и самой маленькой яркостью практически нет. Заходим в часы, экран яркость и ставим до самого минимума. На ярком солнце все прекрасно видно, потому что это OLED-экран. Следующие две настройки помогут нам снизить потребление энергии процессора. Мы сделаем так, чтобы он меньше напрягался. Для этого заходим в приложение часы, универсальный доступ и включаем понижение прозрачности. А следующая настройка располагается ниже и называется уменьшение движения. Также и ее включаем. Процессор не будет напрягаться ни на прозрачность, ни на движение, какие-то лишние анимации. На Apple Watch их в принципе немного, и когда мы это отключаем, мы до сих пор также спокойно пользуемся Apple Watch. Нет никакого дискомфорта, можете сами это включить и проверить, и убедиться, что все работает нормально, а батарейку мы будем экономить достаточно значительно.
Последняя настройка во втором блоке, который я рекомендовал бы всем отключить, связана с Siri. Для этого опять же заходим в приложение часы, находим раздел Siri и отключаем слушать «Привет, Siri» и поднести и говорить. Первая функция позволяет нам отключить использование микрофонов 24/7, чтобы часы не слушали, когда же мы скажем эту заветную фразу. А вторая настройка «Поднести и поговорить» будет меньше использовать всевозможных датчиков, чтобы не понимать, ага, вот мы сейчас поднесли вот так вот руку, значит нужно включить Siri. В принципе, это не надо, у нас до сих пор остается третья настройка, когда мы просто зажимаем Digital Crown и у нас активируется Siri. Как по мне, это самая удобная функция, включаем ее тогда, когда нам нужно. Все остальное, в принципе, можно вырубить и, опять же, будем экономить достаточно много батарейки. Переходим к третьему блоку. Те настройки, которые можно как-то, опять же, изменить, либо отключить, и это будет способствовать увеличению автономности Apple Watch, но эти настройки напрямую связаны с некоторыми функциональностями самих часов. Если вы их отключите, то вы потеряете, соответственно, некоторые функции, поэтому если вы что-то используете, подумайте, нужно это вам отключать, либо не нужно. Первое — это активация экрана при подъеме запястья, то есть когда мы вот так вот поднимаем руку, у нас активируется циферблат на Apple Watch. Для того, чтобы это выключить, переходим в приложение часы, основные, активация экрана и при подъеме запястья самая первая настройка. Второй пункт — это режим экономии энергии, который напрямую связан с спортом и отвечает за датчик сердцебиения, за расчет шагов, когда мы занимаемся спортом. Переходим в настройки, основные, спускаемся вниз и находим режим экономии энергии. Его можно включить, если вы не сильно занимаетесь спортом, но если достаточно сильно, активно и вам важно, чтобы все следилось качественно и четко, то не включаем данную функцию. Следующее, можно отключить функцию хендов. Например, мы заходим в напоминания на Apple Watch, и они также высвечиваются у нас и на MacBook. Кому-то это надо, кому-то это не надо. Где это находится? Часы, основные, и спускаемся снизу. Хендов. Отключаем это, если вам это не нужно, и опять же будет экономиться энергия, и она не будет тратиться на вот эту синхронизацию между устройствами. Если у вас Apple Watch Series 4 и старше, то есть тактильное колесико, то есть когда мы крутим Digital Crown, у нас появляются небольшие такие вибрации. Достаточно прикольно, но, как вы понимаете, расходует батарейку. Где это можно выключить? Звуки, тактильные сигналы, и вот снизу есть такая функция предпоследняя тактильное колесико. Отключаем данную функцию, и у нас не будет происходить вибромибрации, когда мы крутим колесиком, и, соответственно, будем немножко экономить батарейку. Следующие три функции напрямую либо косвенно связаны со здоровьем. Опять же, подумайте, стоит ли вам вот эта небольшая экономия энергии для того, чтобы отключать эти функции. Возможно, того оно не стоит. Что я имею в виду? Заходим в приложение часы, конфиденциальность и три настройки: пульс, отслеживание фитнеса и измерение окружающих звуков. На этом у нас закончился третий блок, но не забывайте, у нас осталось последний некий такой лайфхак из первого блока. Нужно просто выключать либо ставить режим энергосбережения на ночь, когда мы не используем часы. Если вы не знали, то Apple Watch может расходовать до 10-15% заряда батареи просто лежа на столе ночью, ничего не делая. И вот сами посчитайте, если мы сделаем так ночь, 2-3, мы экономим минимум 30% батарейки, что офигеть как много. Что по результатам? Если использовать те настройки, которые я перечислил, и следовать лайфхакам, то у меня Apple Watch Series 4 живут 3,5-4,5 дня, то есть прирост практически в 2 раза по сравнению со стандартными настройками. Как-то так, друзья. Если у вас нет Apple Watch, но вы досмотрели до конца, я удивлен, не знаю, зачем вы это сделали. А если же у вас есть Apple Watch, то надеюсь, что вам это поможет. На этом у меня точно все. Увидимся в следующих видео. Всем удачи, всем пока.